так сказать, ну, не очень популярное, но достаточно, уже 2000 просмотров у него. Цигун и тайцзи, да, почему энергетические практики не работают и когда работают. То есть одновременно и отрицание как бы и не работают, и когда работают, да. Значит, это принадлежит видео Марии Пипенко. Вот. Ну и в процессе мы определим, посмотрим, да, о чем она говорит, насколько глубина понимания у нее и так далее. То есть занималась ли она достаточно долго, чтобы преподавать и так далее. Хотя, в принципе, мы не можем судить, но с точки зрения, понимаете, надо рассмотреть вообще, о чем человек говорит. Вот, в плане, потому что касается видео цигун и тайцзи-чуань. Итак, давайте приступим. Сейчас мы начинаем. Значит, первое. Значит, сначала видео будем смотреть. Сегодня хочу поговорить о достаточно противоречивой и не очень комфортной для себя теме, такой как энергетические практики. Я занимаюсь внутренними китайскими практиками очень давно, больше 30 лет, и я 8 лет жила в Китае. И, собственно говоря, никакой реальной энергии, той ци, о которой мы с вами читаем в классических текстах, я не нашла. Китайский язык, он отличается от западных языков, поэтому там есть одно слово, например, ци, которое обозначается великое множество феноменов. Прожив в Китае достаточно долго, прозанимавшись разными учителями, я пришла к выводу, что никаких энергетических практик не существует. Когда говорят про дайтянь, то имеют в виду просто брюшную полость. Так, дантьен, дантьен, не дантянь, как она говорит, а дантьен. Дантьен вообще-то поле эликсира, да, то есть или поле пилюли, если дословно, да, если мы его перевести. Значит, поле это тьен, соответственно, второй иероглиф, а дан это вот имеется в виду, что что-то конкретное, что туда в это поле вкладется. То есть или пилюли бессмертия, как по некоторым трактатам, или просто пилюля некая такая. Так, дальше слушаем. Все эти практики, они абсолютно не эзотеричны и объясняются нервной системой и процессами, описываемыми в физиологии. Пока я не столкнулась со своим настоящим учителем, Даном Митчеллом. С одной стороны, когда я начала смотреть его видео, я понимала, что человек реально знает, о чем говорит. Но когда я приехала на Бали, Before you buy the Natural Healing Handbook, here's what just Так, changed. извините, у меня тут реклама, сейчас она пройдет до конца. И так далее. To be honest, I was totally wrong. Приехала на Бали, и народ начал говорить, что мы занимаемся энергетическими практиками, мне было очень странно. Во-первых, я узнала, по определению у человека нет дантяня. Хотя и в цигун, и в тайцзи, и в Китае, и в России все учителя, с которыми я занималась, они вели себя так, как будто бы дантянь у нас по определению инсталлирован. Первое большое для меня открытие было, что, оказывается, это неправда, что дантянь у нас нет, и необходима специальная практика, так называемый дантян кун, для того, чтобы дантянь появился. Второй момент, оказывается, ци, которую мы используем в практике, существует. И если у нас нет дантяня, и если мы не тренируем это все дело, если мы не практикуем, то мы не сможем ее почувствовать. Так, значит, смотрите, почувствовать сможем, если будем правильно делать стандартные формы. Так? Но не сразу, естественно, и на это потребуется время. То есть маленькая ремарка. Начинаем говорить очень часто про ци, то люди, у которых нет этого опыта, у которых нет дантяня, они мне начинают говорить: да, я чувствовала, как вот у меня ци пошла вверх, я чувствую ци в своих ладонях. Когда человек чувствует что-то между рук, то это не ци, это, как нам дама говорит, если человек просто начнет долго растягивать ладошки и сосредотачиваться на них, он обязательно что-то почувствует, но это не ци. Точно так же, как все ощущения, как то тепло, холод, какие-то мурашки, похожее электричество, все, что бежит по нашим нервам, это, конечно, ци с точки зрения китайского языка, который, как я сказала, достаточно многогранен и обозначает одним словом великое множество феноменов, но это не та ци, про которую говорят в классических текстах.
и которая нам нужна для того, чтобы заниматься цигун и тайцзи, и сидей, и вагоджан. Так, ну смотрите, во-первых, ци, конечно, ну как, она вездесущая, понимаете? То есть и находится она не только внутри тела, естественно, да, но и в пространстве. Ибо на более глубоком уровне это вибрация самого пространства, эфирного пространства и астрального уровня бытия, да, то есть эфирного и астрального. Вот, да, видов и подвидов ци, как энергии, да, мы можем выделить множество, да, но основа у них у всех это ян-си и ин-си. Вообще-то ти надо на ти говорить, а не ци. То есть янь-ти и инь-ти, янское и иньское ти. Вот, а там уже нужно, конечно, разбираться, какую производную от этой ти вот, мы имеем в виду и при каких обстоятельствах. Давайте дальше. Теми внутренними стилями. Ци, о которой говорю я, она очень телесна. Ци нельзя почувствовать воображая, потому что максимум, что вы почувствуете, если вы что-то визуализируете или что-то представляете, это реакция вашего мозга, ну, мозг – часть нервной системы, с вашими нервами. То есть стимул-реакция. Вы о чем-то подумали, в нервах это отразилось. Что такое вообще энергетические практики? На том уровне, на каком... Ну вот тут она сказала, что ти, да, то есть она ти достаточно, то есть она телесна, да, вот. И в классических текстах на самом деле говорится о какой ти, вот, которая проявлена в виде наполненности. То есть то, что люди ощущали, они по-разному и определяли. То есть они просто описывали это разными терминами, да. Но в общем мы можем это вкратце объяснить как некая наполненность в виде некой плотной массы, понимаете, в виде некой субстанции, которая как бы, ну вот, ощущается в физическом теле. Дальше смотрим. в котором я сейчас нахожусь, я понимаю следующее, что первое и основное, с чего не может быть в принципе цикл энергетических практик, это формирование дантянь. Дантянь – это магнитное поле. Формирование дантьен. Еще раз, дантьен. Вашей брюшной полости. Причем, когда я об этом говорю, некоторые знакомые, которые даже хорошо меня знают, что я абсолютно адекватный человек, не склонный к фантазированию, не склонный к визуализации. Я говорю: Маша, что ты за ересь снесешь? Как может быть магнитное поле в твоей брюшной полости? Оно может там быть, если вы практикуете правильный метод. Так, ну смотрите, она говорит о неком магнитном поле, так, которое формируется в брюшной полости. То есть она употребляет слово поле не как место, да, вот не как место, резервуар, скажем так, да, в который что-то надо наполнить, так, а она употребляет, то есть не как пустое пространство, а как нечто материальное, вот как вот магнитное поле, да, как силовые линии некого магнитного или электромагнитного поля, да. Следовательно, она изначально уже помещает это нечто в физический план, да, потому что электромагнитное поле, оно, ну, определяется в физическом плане, его можно как бы проверить, там стружек каких-то, так сказать, набросать, и оно будет, соответственно, вот этим линиям электромагнитного поля, да, вот. Но что касается, так сказать, вот именно магнитного или электромагнитного поля, да, то есть она ни слова не говорит, понимаете, о эфирном теле. Вот. То есть где формируется эта зона, да? Это поле, да, это поле как место, как локация для стабильных вибраций. Вот. Слово, так сказать, тело, другое тело, скажем так, энергетическое тело, или не знаю, как угодно она может тело воли назвать, потому что люди называют и так далее, она пока об этом не говорит. Дальше. Брюшной полости. Оно может там быть, если вы практикуете правильный метод. Оно ощущается очень физически, точнее говоря, его влияние на мягкие ткани. Как нам говорит дама, по-настоящему увидеть ци, что это такое, можно только тогда, когда у тебя тело полностью преобразованное. И так называемый ты наполненный ци. Но на это требуется десятилетия на самом деле. Так. Нет, ну, резон, конечно, определенный есть. То есть она правильно, в данном случае правильно говорит, да.
То есть, да, ощутимо, да, и требуется, вернее, некое магнитное поле, которое формируется в брюшной полости, да, она сказала. И, соответственно, дальше, о том, что требуется десятилетие, да. Ну, в принципе, о том, что время требуется, то есть нельзя поспорить, то есть можно, так сказать, согласиться с этим. Дальше. И пока для начинающих и продолжающих все, что мы можем ощущать в теле, это влияние этого магнитного поля на ваши мягкие ткани. Получается, что у людей, у которых нет метода, но которые читают про ЦИ, возникает следующая ситуация. Либо мы говорим, что мы в ЦИ не верим, ее нет, и это лишь слово, которое мы обозначаем все физиологические процессы, либо люди, пытаясь почувствовать хотя бы что-то, начинают воображать, визуализировать и принимают за, условно говоря, ЦИ, те ощущения в своем теле, в нервной системе, которые оно дает. В той системе, в которой мы занимаемся, речь идет о янской ЦИ и об иньской ЦИ. Янская ЦИ – это то, что путешествует по вашей нервной системе. Все ощущения. А янская ЦИ, она линейная. Инская ЦИ, как раз с которой работаем мы, и, собственно говоря, это магнитные поля в вашем теле, она ощущается по-разному. На разных стадиях магической практики я ощущаю это по-разному. Сначала это было похоже на какие-то, знаете, как будто бы изнутри кто-то тянет тебя за ниточку. На каком-то этапе движения ЦИ в брюшной полости было похоже на ощущение, знаете, когда у вас крутит живот, оно очень физическое, и оно не то чтобы совсем приятное. Потому что, ну, по сути, когда у вас двигается какая-то неведомая хрень, очень физическая, очень ощущаемая, а вы не особо можете объяснить, что происходит, это странно. Но, и опять подчеркиваю, ЦИ практики, ту, которую мы используем для цигун и для тайцзи, она очень физически ощутима. Там обычно мой учитель, он здесь нам... Так, физически ощутимо, согласен. Вот, если только не настаивать, что это принадлежит физическому миру, понимаете? Да, можно в качестве иллюстрации сказать, что дантьен ощущается как магнитное поле, да, но это чисто как иллюстрация. Вот, но только по ощущениям, а не по содержанию. То есть мы не должны привязываться к понятию именно магнитного поля, а просто как по ощущениям. Дальше она сказала, что ну, совершенно разные ощущения, так сказать, как будто, так сказать, нечто в теле существует, как некий пакет с водой там и так далее, или еще что-то. Вот. Ну, это личные просто наблюдения, все люди по-разному описывают. Единственное, что можно согласиться, что да, что существует, ну, некий как бы такой феномен, который ощущается. Давайте дальше. Говорит, если вам кажется, что у вас это есть, или вы думаете, есть у меня это или нет, значит, этого нет. Потому что когда ощущение вас, то есть когда все формируется, когда у вас по вам движет ЦИ, да, когда вы наработали себе дантянь, тихонечку начинаете аккумулировать ЦИ, тут нет никаких сомнений. Так, ну вот кажется, не кажется, понимаете, именно поэтому, чтобы не казалось, да, и существует не только так называемая визуализация, о которой она уже, так сказать, пару раз сказала, да, но и другие практики, понимаете, движение, дыхание, концентрация на объекте, ну, на объекте внутри или вне себя, да, и не просто визуализация, а все нарабатывается в комплексе. То есть вот именно этот комплекс, он и дает наработку дантьен, да, а не то, что отдельная визуализация. Вот. И потом дальше я вам расскажу, что как есть сверху вниз и снизу вверх, да, то есть по разным планам вот эта визуализация, она происходит по-разному, и, скажем так, ощущение происходит по-разному. Так, дальше. Потому что по тебе ползет внутри тебя, ты ощущаешь какую-то хрень. Она не быстрая. Быстрая – это янская ЦИ. Она похожа. ฉันกำลังพูดกับคุณเป็นภาษาไทยอยู่ตอนนี้ Так, извините, ก็เพ у ราะ нас ว่ามัน опять เป็นภาษา реклама. แม่ของฉัน Надо, кстати, как-то рекламу отключить в этом, в YouTube.
Но вот сейчас это реально похоже, знаете, как будто бы, это реально похоже, как будто бы полиэтиленовый пакет, наполненный водой, сквозь вас протискивают вперед и назад. И вы этой ци, да, реально можете управлять. Она связана у вас с лагун. Лагун, цигун – это ладошки, это Так, ну, интересно, на самом деле, то есть у нее интересная характеристика. Она описала как целлофановый пакет, который наполнен водой и двигается внутри нас, да? Вот. Ну, я замечу, что правильные характеристики, они должны быть образными, и они помогают, на самом деле, особенно людям, кто только начинает заниматься. Вот. Потому что очень важно выразить то, что происходит внутри правильно, да? То есть, если мы правильными словами это определяем, то, возможно, знаете, у вас появляется какой-то триггер, да? То есть, какое-то соотношение с каким-то образом вас сразу подталкивает. Поэтому правильное описание, я всегда был сторонником того, что правильное описание того, что вы делаете, оно помогает вообще в занятиях и в достижении цели любой фактически, да? Вот, ну, то есть отмечу, конечно, что мы 100% до конца не можем это выразить, да, то есть разными словами можем только зайти справа, описать, может быть, слева каким-то образом, да, то есть приблизительно что-либо сказать, да. Вот, ну вот я расширил описание, например, и сравнил бы то, что она говорит, процесс, который она говорит, с движением ЦИ, с ощущением ЦИ, то есть энергии. Я бы сравнил с постепенным закипанием жидкости в объеме вашего тела, да? То есть ваше тело – это кастрюля, так? А ЦИ – это вода, которая закипает в тот момент, и в тот момент вы чувствуете какие-то изменения, да? То есть вот это вот бурление, закипание – это хорошее сравнение. Ну, тоже не хуже, я считаю, что чем вот с целлофановым пакетом, наполненным водой. Дальше слушаем. не точки. Точки нам нужны только в китайской медицине, чтобы ставить иголочки. Да, правильно, еще про лаогун, да, то есть это центр ладони, согласен абсолютно, то есть в китайской медицине действительно лаогун это как точка для иглоукалывания, а в цигун это может рассматривать как вся ладонь целиком. В цигун, когда речь идет о названии точек, имеется в виду вся область. Для того, чтобы научиться это делать, нужно потратить достаточно много времени. Должен быть метод. То есть определенные упражнения, которые перемежаются с физическими упражнениями. Вам нужно физически открыть тело, потому что наши тела очень зажаты. Неважно, в каком они состоянии, занимаетесь ли вы спортом или не занимаетесь, в нашем теле слишком много фонового напряжения. Нам нужно открыть суставы, нам нужно открыть позвоночник, и, перемежаясь с этим, мы делаем специальные упражнения, которые сначала помогают нам формировать то, что называется «запускай, дотянь». Ты его начинаешь чувствовать очень хорошо, а потом ты потихонечку начинаешь нарабатывать эту ци и двигать ее по телу. Так, в принципе, можно согласиться с чем она сказала, с такой формулировкой, да, но это, опять же, личная формулировка, просто акценты можно по-разному расставлять, но, в общем, правильно, да. Вот, то есть, как бы я сказал, все должно быть в комплексе, да. Что это упражнение, то есть, что это за упражнения, о которых она говорит, да, если это пока некий секрет, то есть, она как бы не говорит о том, что это за упражнения какие-то действия физические и так далее. То есть она не говорит о том, что это форма, да, во многом углубленное изучение формы и есть уже метод образования и формирования, так сказать, дантьен, и плюс еще дыхание, да, дыхание, движение, концентрация энергии. Дальше. Если бы мне самой 3-летней давности, когда я приехала на Бали только в марте 23-го года учиться к дама, приехала я на курс по боевым искусствам, потому что мне наигун, цигун не то, что был сильно интересен, то есть но просто дамы настолько отлично учили, что мне было пофиг. Ну, хочешь преподавать цигун, давай. Я буду заниматься цигун чем угодно. Хоть выживать крестиком, потому что когда ты встречаешь реально крутого учителя, ты готов делать с ним все, что угодно, чему бы он ни учил. И если бы мне 3-летней давности назад сказали бы,
что вот ты будешь делать вот это, или что вот это возможно, я бы реально покрутила пальцем. Я, собственно говоря, так и делала. У меня было одно видео, которое я убрала, где я рассказывала про такое явление, как цифрогон, спонтанное явление ЦИ. И я говорю, Так, интересно. Значит, она сказала, что есть такое дзы-фагун, да? То есть дзы – это дзыдун, то есть автоматическое. Фа – это посыл, да, то есть выброс посыл, да. Гун – это, значит, соответственно, работа. То есть это то же самое, что вот в английском есть такой термин, называется TRE, да, то есть Train Reference. Спонтанные неконтролируемые движения. То есть такие как тряска, наклоны в пояснице, имеется в виду, то есть описываются некоторые людьми как бег, да, то есть им хочется бегать, то есть они бегают, не могут остановиться. Вот, то есть, в принципе, все это может привести к глубокому медитативному состоянию, да. То есть я могу сказать, что спонтанных движений не стоит бояться, так сказать, нужен легкий позитивный настрой. То есть если у вас что-то такое, какие-то спонтанные движения, то эти эмоции как бы нужно пережить, их не нужно куда вглубь загонять, а нужно наоборот, так сказать, расслабиться, да. То есть если вы чувствуете, ну, например, дрожание, да, рекомендуется опустить си в землю, да, то есть опустить ее вниз, грубо говоря, опустить ее вниз. Ну, еще раз говорю, что это, вот я бы это охарактеризовал как клокотание энергии, да, когда у вас идет поток, когда вы в поток входите, у вас начинает бить, то есть трясти, и как бы, как я выражаюсь, колбасить, да. То есть вот я уже говорил, что при стоянии столбом у меня сразу начинается, то есть меня сразу через минуту, через две уже начинает колбасить. То есть разгоняется до такой степени, что это самое, что, да, действительно, это самое, дрожь появляется, понимаете? Потом вот, когда человек форму выполняет, да, то есть, например, то есть там не надо сильно сгибаться, а у него просто тело хочется согнуться ниже, хочется, это вот движение в пояснице, да, то есть вот такое желание, и он фактически не контролирует это движение, да, тоже бывает такое, да, то есть это такое, понимаете, то, что сам человек как бы не планирует делать, но у него возникает в процессе занятий, там, или статическим цигун, или динамическим. Вот. Ну, в принципе, она правильно сказала, то есть дзыфагун, так называемый, да? То есть спонтанные неконтролируемые движения. Дальше. и я говорила, а ничего, как вообще, просто что это такое, куда я попала? Пока, наконец, этот процесс не накрыл меня саму, когда ты начинаешь делать совершенно необъяснимые вещи, потому что энергия двигается по твоему телу, пробивает его, и это вообще некомфортный процесс. It's a habit. Так, ну видите, она говорит, что это некомфортный процесс. Ну, еще раз говорю, что это очень индивидуально, очень индивидуально. То есть, потому что у каждого свой порог, понимаете, не то, что там болевой какой-то порог чувствительности, а просто психический порог, да, и психический порог восприятия. Есть некоторые вещи люди вообще не воспринимают, очень как-то толстокожие, а вот есть очень чувствительные люди, да, то есть, как сказать, экспрессивные, может быть, те люди, которые, так сказать, не интроверты, которым как бы все равно, да, то есть вот бывает такой человек закрытый совсем, а вот и экстраверт, например, который чуть что сразу вспыхивает и так далее, и он, вот это там и так далее, то есть он ищет какие-то новые ощущения и так далее, и тогда вот у таких людей, да, получается, что, может быть, это некомфортно. Так, дальше. Иногда я вспоминаю фильм «Чужой», когда, знаете, там с тебя вылезает что-то. Вот ощущение движения ЦИ по телу, когда оно не полностью открыто, а у меня оно не полностью открыто, мне нужно продолжать практиковать, и оно еще зажато, вообще неприятное ощущение. Это реально протискивание чего-то, раскрытие тебя. Иногда это похоже, знаете, как будто бы ты матрасик водяной, который начинает изнутри нагревать. То есть это все раскрывается. И тело преобразуется, и оно становится более открытым. Так, в принципе, правильно сказал, что тело, вот если тело зажато, да, то есть оно не разработано, человек, предположим, никогда ничем не занимался, у него нет растяжки сухожилий, соответственно, у него, так сказать, вообще он не приспособлен к какому-то внешнему движению. Ну, есть люди деревянные, да, предположим так.
Вот. И если они начинают заниматься, иногда могут у них возникать такие значит, спонтанные явления там, где они не ожидают. Вот. Но, значит, образное, то, что я могу сказать, что образное, то, что она образно сравнивает, это хорошо. Да? Образное объяснение, сравнение может помочь ученикам, которые только начинают там что-то испытывать. Дальше, скажем. В плане суставов, то есть меняется осанка, меняется вообще ощущение тела, и ты начинаешь чувствовать себя более открытым изнутри, начинают немножечко двигаться ребра, ты начинаешь уметь дотягиваться до тех мест и двигать ими, до которых обычные люди в обычных состояниях ты не можешь этого делать. Например, передняя сторона позвоночника, определенные движения лопаток. Ты начинаешь уметь двигать ребра изнутри, раскрывать межреберные пространства, да, вот эти вот мяские. И реально у тебя получается двигать свои мягкие ткани с помощью ЦИ. Это то, что нам нужно сказать. Мне до сих пор не очень комфортно говорить про энергетические практики, потому что у этого слова очень плохой вкус, знаете. То есть люди, которые, назовем его альтернативным сообществом, они, мне кажется, создали не очень хороший образ, потому что чаще всего эти люди говорят ересь, и ты смотришь на них, и ты понимаешь, что ну, вот я бы не хотела верить. Но, во всяком случае, мне, человеку с очень критичным, я кандидат наук, я кандидат социологических наук, я преподавала в университете. Так, значит, смотрите, ну то, что она говорит, это понятно, что она как бы исходит из того, что она материалист до мозга кости, да? Вот. А материалисты исходят из того, что материя формирует сознание, а не наоборот. Так? То есть не сознание материю, а материя сознание. То есть, по их мнению, все происходит без какого-либо плана, да? Просто методом многократного тыка. Вот. И качество создаются путем многократного повторения и отсеивания всего ненужного. То есть, если фактически мы вот материалистическую теорию разберем, она к этому сводится, да? То есть, многократное повторение, броуновское движение, которое выковывает из себя в дальнейшем какое-то качество. Вот. Но в то же время, смотря и изучая мир и различные планы бытия, мы видим, что не так формировалась реальность, не так, как заявляют материалисты. Поэтому, значит, это, ну, как бы ложная теория изначально, да, хотя официально в науке, видите, так сказать, официальная наука материалистична во многом, и все, что нельзя как бы потрогать, и все, что нельзя конкретно, так сказать, описать с точки зрения физики, химии, вот то, что, так сказать, на данный момент в учебниках написано, все это отвергается, понимаете? Так, дальше. 10 лет, поэтому у меня очень критический взгляд. Я не тот человек, который верит во все. Я мало во что верю, но когда я это вижу своими глазами и чувствую сама, то у меня не остается выбора. Это действительно энергетические практики, они действительно существуют. На данный момент я понимаю, что я не видела никого, кто... То есть желание усидеть одновременно на двух стульях, да? То есть, с одной стороны, она как бы говорит, что она ученый, так сказать, фактически указывает нам на то, что она материалист, а с другой стороны, она все-таки признает, что есть вот энергетические практики, да? Но все равно их как бы пытается в это самое засунуть в прокрустово ложе официальной науки. Давайте дальше. бы давал действительно энергетические практики, кроме Дама Митчелла. Как понять, что вы занимаетесь энергетическими практиками? У вас в вашей системе должно быть две очень важных компонента. Первое. У вас обязательно должна быть телеска. Вы должны... То есть она говорит, что должно быть два компонента. Первое, то, что должно быть телесно, то есть телесные ощущения. Так, дальше. открывать тело. Да? То есть у вас должны быть так или иначе упражнения, направленные на преобразование вашего тела. Это первый момент. Второй, у вас обязательно должна быть практика, которая называется дантьян кун. То есть это практика создания дантяня. Мне можно верить, мне можно не верить. У меня был очень
сложно никак. У меня был очень интересный опыт, потому что у меня есть народ, который со мной занимается давно, когда я еще была в Дании, и люди, которым я тогда говорила: ребята, все энергетические практики – это полная фигня, этого не бывает, мы же с вами взрослые люди. И потом Так, видите, то есть она обучала людей, до конца не поняв, да, с чем она имеет дело и для чего это нужно вообще. То есть смысл. То есть вот пока смысла занятий я ее не уловил. Потому что если исходить с материалистической точки зрения, ну это просто гимнастика. То есть человек занимается гимнастикой. А потом он уже как бы, то есть изначально она сколько-то лет преподавала и обучала учеников, что ничего не существует. Далее потом она пересмотрела свой взгляд и решила уже с другой позиции, так сказать, доказывать, что все существует, скажем, и ЦИ, и энергия, так сказать, вернее, энергия ЦИ, и Дантьен и так далее. Дальше. получается, мне пришлось сказать: народ, извините, была не права. Поэтому реально ли энергетические практики? Реально. Легко ли их найти? Очень сложно. А в первую очередь I have been sleeping on them. Так, ну вот согласен, в принципе, да, то есть она сказала, что да, реально ли энергетические практики, то есть в чем-то она признается, естественно, под давлением каких-то фактов, тем, что она сама занимается, то, что она сама сейчас ощущает, и она в дальнейшем, значит, решила, что все-таки все это существует, но теоретическую базу она до сих пор пока не пересмотрела, судя по всему. Дальше. В первую очередь потеряно очень много знания, не передается, и это требует очень больших усилий, времени, инвестиций в практику. Люди, по моему опыту, особенно современные люди, избалованные Reels, Инстаграмом, ТикТоком, совершенно не умеют фокусироваться и иметь дело со скукой. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и пытаться направить свое внимание в брюшную полость определенным образом или терпеть дискомфорт в практиках, которые открывают тело. Так, ну вот во многом согласен, конечно, да, вот то, что о том, что много потеряно, да, об этом нужно сказать, да. Вот, но почему потеряно? Потому что, понимаете, за счет того, что коммунисты, понимаете, пришли к власти в основном, да, и а коммунисты это такие же материалисты, вот как она, и они выхолостили и цигун, и ушу, и внедрили в массы уже под видом гимнастики. То есть то, что в школе изучается, это вот раньше в китайской школе, например, я не знаю, кто в 70-х годах родился, да, то есть они все сдавали в обязательном порядке 24-ю форму Янши Тазичуань. То есть после окончания школы, то есть в 10 классе, по-моему, то есть они сдавали на уроки физкультуры. Естественно, при таком отношении, то есть у них у всех отвращение. То есть то, что я разговаривал с людьми, то, что их в школе заставляли, они сдавали форму как вот официально, ну, в качестве гимнастики. Понимаете, естественно, это выхолащивание и как бы привело к тому, что, так сказать, все утеряно, как она говорит. Дальше. Гораздо охотнее будут сидеть и воображать, как золотистый свет струится сквозь них, потому что это приятно, это интересно, ум занят, тело тоже вроде чувствует какие-то приятные ощущения. Но это не энергетические практики, это взаимодействие вашего мозга, которое является частью центральной нервной системы, с периферической. Плохо ли это? Наверное, нет, потому что если это вас выдергивает на какое-то время из состояния стресса, в котором все пребываем, это как принять ванну, да? Это прекрасно. Но подобные практики не приносят кардинальных перемен ни в вашем здоровье, ни в вашей нервной системе, ни в психологической устойчивости. Вот так вот, что я могу сказать по поводу энергетических практик. Это очень интересно, то есть я продолжаю этим заниматься по двум причинам. В первую очередь, как я уже сказала, у меня блестящий учитель, и мне все равно, чему учиться. Главное, чему-то учиться у него. И второе, мне реально любопытно, потому что это все вещи, в которые я особо не верю. Поэтому каждый раз, когда происходит что-то такое со мной, не с другими, именно со мной, в результате чего так, типа, чего это было? А такое возможно? Так же нельзя. Это же не может быть. А может быть, я себе придумала, а может быть, это ум мой
подкидывает мне это. Потому что ум очень, вот наша голова, она очень коварна. Поэтому она всегда может заставить нас почувствовать то, что мы хотим почувствовать. Именно поэтому, например, я всегда остаюсь максимально критично к тому, что происходит. И я думаю, окей, это мне кажется, это я пытаюсь сделать, или оно происходит само, независимо от того, что происходит. Так, ну, в общем, понятно, да. Ну, опять кажется, не кажется, так сказать, что ощущает, что не ощущает и так далее. То есть вопрос такой темный, скрытый. То есть много тайны у нее, понимаете? Вот. Кстати, по поводу того, что она вот сказала перед этим, за минуту до этого, по поводу света, что многие сидят и как бы считают энергетическими практиками то, что вот какой-то свет струится через них и так далее. А по ее идее как бы нужно сидеть и думать, значит, о дантьен, да? То есть тем самым развивая дантьен, что вот думание о дантьен, визуализация, это как бы натуральное, значит, энергетическая практика, а вот то, что вы представляете, что свет струится, значит, это как бы ерунда. То есть мистика и как бы несуществующее что-то. Профанация, по ее мнению, да. Ну вот поэтому я могу заметить, что вот, например, в Пекине есть храм Юнхагун называется. Там есть статуя Будды большая, большой золотой Будда. Значит, он 18 метров высоты. Соответственно, у него очень большие руки, то есть он так руки так вот расположил, то есть вот так, одна рука ладонью вниз, и она так отстранена от тела, вот. И к этому Будде можно подойти, то есть можно подойти и так далее. И я часто ходил в этот храм и видел постоянно группа людей там собирается под этим Буддой, значит, и под ладонью, да. Вот, и я посмотрел, да, что они делают. Действительно, такое ощущение, что с ладони там как бы что-то исходило. Я у него, я это самое, с этим мужиком, кто там долго стоял, там минут 40 стоял. Вот, я специально подождал, потом тоже стал там стоять, посмотреть. Вот. И да, действительно ощущение есть. Я потом с этим мужчиной поговорил, он говорит, что да, есть золотой дождь. То есть как бы наработанная, так сказать, такая структура, вот с этого Будды идет золотой дождь. То есть это является ли это энергетической практикой или нет? То есть если вы встанете, вы закроете глаза, вы действительно реально ощутите. Ощущение совершенно как бы другое, не связанное как бы с вашим занятием цигун, тайзи чуань и так далее. То есть если вы встали под этим Буддой, у вас как под душем, да, то есть как будет такой золотой душ. Вот, и это ощущение реальные, то есть если вы не, то есть это не воображаемое, вы, нет необходимости особо воображать ничего. Я так понимаю, что очень многие люди просто там так или иначе стояли и как бы это самое, нарабатывали это, понимаете? Вот, то есть является ли это энергетической практикой? Да, является. Потому что любое, понимаете, любая визуализация, если она идет и внутри, и снаружи, и, то есть если соответствующее дыхание, если синхронизировать с вашим представлением дыхание, если делать определенные движения, зажать, предположим, прижать к небу этот самый язык и анус прижимать на выдохе, то это будет стопроцентная энергетическая практика цигун. Понимаете? Естественно, то есть мы сейчас не говорим о дантьен, да, то есть это статический цигун. То есть, ну, это энергетическая практика. Статический цигун тоже энергетическая практика. Вот, независимо от того, что все-таки это связано с дантьен или не связано. То есть это просто разные совершенно направления, и они бывают разные, понимаете? Вот, то есть мы прослушали ее лекцию, вот, что я могу вкратце сказать, как дополнить, да, что, потому что она много говорила о дантьен, вот, что такое дантьен, да? Дантьен – это зона восприятия, понимаете? То есть зона восприятия, она всегда шарообразная. Почему она шарообразная? Потому что если сознание поместить в центр, так, оно всегда будет распределено равномерно от точки восприятия. То есть почему вот все как бы получается и планеты шарообразные, и звезды и так далее. Да? То есть мы говорим круглые, именно шарообразные, потому что это зона восприятия. Если мы пойдем по разным уровням вибраций, то есть эфирный, астральный, ментальный план, то есть там формируется вот эта зона восприятия. То есть наш мир, он во многом информационен, понимаете, то есть информация, а потом уже, так сказать,
вот эта информация, она формирует материю. Вот, и еще раз говорю, что зона восприятия, она работает на всех уровнях, и на всех уровнях плотности, да. А вот на ментальный это умственный план, да, астральном, физическом, и на физическом тоже работает. И мы можем отделять наши мысли как физические и считать, что они нереальны, но на самом деле они, так сказать, реально существуют на ментальном плане. То есть какие-то процессы происходят, понимаете, туда тянется энергия, результат, то есть к направленной мысли, за направленной мыслью тянется результат. Понимаете, так или иначе. Просто он проявляется на физическом уровне не сразу, потому что физический план, он очень, как бы, ну, инертен. Вот. Значит, смотрите, изначально, да, наша Вселенная, она информационна, так? И сначала формируется некий план, а потом формируется материя. Невозможно без плана ничего создать. Вот, поэтому Дантьен, ну, в частности, вот она о Дантьене говорит, Дантьен это шар, да, он тоже имеет информационную природу, понимаете, это сфера. Шар это, ну, то есть сфера, да, Дантьен это сфера, вокруг точки зоны восприятия. Поэтому, то есть отчитывается 3 цуня ниже пупка, это точка, как бы, которая находится внутри вашего тела. Так, но это только точка, но вот этот Дантьен, он это как шарик, который вокруг вот этой точки зоны восприятия. И он формируется не простой, Дантьен имеется в виду, не простой визуализацией, а комплексом действий. Вот, значит, вкратце я пройдусь по уровням. Вот если на ментальном плане это красная сфера, да, то есть что такое? Вот вам учитель сказал, там, ага, думайте о красном шарике. Вот, и вы думаете, да, вы как бы, у вас представление есть, визуализация именно на ментальном уровне, да, и там она на ментальном уровне, она красная, так? Почему? Потому что чистая идея. То есть, понимаете, ментальный уровень – это чистая идея, идея присутствия сферы просто получается. Вот, а на астральном уровне вот этот вот шарик, он будет бурого цвета. Почему? Потому что он будет немного замутнен. Потому что астральный план с точки зрения вибрационного, значит, это он более плотный. Происходит уплотнение и загрязнение, понимаете, изначальных идей. То есть, как бы, ну, если так, с точки зрения изначального высшего, то это какое-то, когда все уплотнение и происходит загрязнение одновременно. Дальше, на эфирном плане, это зона вибраций, усиленных вибраций. То есть мы, если мы выйдем в эфирный план и мы посмотрим на свой дантьен, то будет ну, он как бы ощущаться как зона повышенных вибраций. Вот, он может быть и бесцветный на этом уровне. Так, а на физическом уровне, когда мы еще ниже опустим, это является шаром потенции движения, то есть аналог гироскопа. Вот, ну, это опять же, то есть мы так вообразим, так сказать, ментально воображаем, да, то есть описываем, вернее, не воображаем, описываем. Вот, а на самом деле он состоит из конкретных движений, то есть конкретных движений, ну, вот на физическом плане, движений, так сказать, бедер, движений живота, круговых движений живота, круговых движений бедер, да. Дальше сюда же приплетается дыхание, то есть пристегивается дыхание, потому что без дыхания никуда, да, то есть все должно быть комплексно. И вот когда есть дыхание, вот тогда получается вот комплекс формирования вот этого шара потенции движения. Что касается на ментальном уровне, да, вот представление, то есть вы представляете зону вот этого дантьен, так? То есть если мы берем сверху вниз, так? На астральном уровне это не представление уже, а чувствование. Смотрите, ментальный уровень – это представление, астральный уровень – это чувство, ощущение. Так? Ощущение. Это немножко разные вещи. А вот на эфирном это значит, как ощущение как зона вибраций. А на физическом это вот вращение бедер, вращение живота, диафрагмальное дыхание, понимаете? То есть комплекс. Вот. А если, значит, мы берем, это мы сверху вниз, а если снизу вверх посмотреть, да, то сначала можно тоже начинать заниматься физическими упражнениями, то есть это форма, стандартная форма, вот, освоить шар потенции движения, а затем уже подгружать туда вибрацию, цвет,
и образ какой-то сферы. Понимаете? То есть поэтому люди, которые занимаются, например, Чэньши Тайцзичуань, они сначала разрабатывают очень многие шар потенции движения, дальше они уже туда подгружают все остальное, уже вот эту вот, визуализация, как она сказала. Конечно, визуализация отдельно не существует, только в комплексе. Вот, давайте, смотрите. Пару движений для, так сказать, для активизации шара потенции движения на физическом уровне, да, на физическом уровне. То есть, сейчас я поставлю так, чтобы видно было. Надеюсь, видно, да? Так, так, вот смотрите. Самое главное – живот. Вот вы концентрируетесь на животе. Значит, первое – самомассаж, да, то есть это подготовительное. То есть вы массируете себе зону дантьен. Еще раз говорю, это на физическом уровне. То есть вы с физики поднимаетесь выше. Массируете. Вот это, зона дантьен. Дальше. Совместно движение. Крестец и дантьен. Крестец-дантьен. Активно это делаете, да. Потом ставьте сюда кулак. Вот. Кулак. Вот. Спина прямая. Вот. И делайте кулаком такие движения. Там 12 раз в одну сторону. Плотно прижимаете. 12 раз, предположим, в одну сторону. Потом 12 раз в другую сторону. Так? Я не знаю, нужно мне взять этот самый, чтобы слышно было, что так лучше будет. Так, смотрите. Движения с формой, Чэньши Тайцзичуань, очень многие, то есть большинство из них, вот, видите, так что видно было. То есть вот у нас раз, вращается рука. Вот здесь левая рука у нас делает, так сказать, круг против часовой стрелки, а правая рука по часовой стрелке. Вот, 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 вот. Пальцы мы прикладываем к дантьен и крутим. Вот так вот. Крутим. One, two, three. И делаем это всем телом, понимаете? Всем телом. То есть у нас импульс идет от ног через дантьен, который является, по сути, пауэрболом. То есть он аккумулирует вот этот импульс движения и передает в руки. То есть он аккумулирует. Это центр потенции движения. Аккумуляция движения в дантьен происходит на физическом уровне. И бедра работает, все работает. Понимаете? Тело все работает. Дальше. Любое движение, вот, например, смотрите. Раз, два. То есть one. Видите, я всем телом. Дантьен. Акцентирование на дантьен. Короче, из ног идет импульс сюда, в дантьен. И выброс, да? То есть дантьен раскручивается и идет в руки сюда, и они у меня вылетают. То есть это дантьен толкает. То есть у вас должно быть ощущение, что вот дантьен сначала заработал, то есть вот этот шар потенции движения заработал, и он вас все остальное тело как бы заставил работать. Да? То есть выброс идет отсюда. Так, следующее. Вот, смотрите, руки крутятся.
Дантьен здесь, да? Не забывайте, дантьен, спина прямая, вот. Руки крутятся. Так, раз. То есть, видите, у меня работа бедер. То есть, выходит вперед, что видно было. То есть, назад, вперед, назад, вперед. То есть, вот, круг. И это круг, круг. Я делаю круг против часовой стрелки в данный момент. У меня дантьен крутится против часовой стрелки. Он так раз раскрутился, и выброс идет в руки. То есть, вот. И то же самое в другую сторону, да, то есть раз, два. То есть мы можем это движение делать мягко, плавно, да, а можем силой, с выбросом. То есть получается сначала, еще раз говорю, от ног идет изначальный импульс через дантьен, и он выходит в руки. Вот на физическом уровне. Значит, вот, давайте вот это упражнение, смотрите. Мабу, мабу, да, мабу. Раз, два. То есть вот, раз, два. Раз, два. Не обязательно большая амплитуда, ну вот, вот, раз, два. Бедра подключаются, бедра работают, все работает. То есть тело работает. Нога, бедра, дантьен раскручен, и из дантьен выходит в руки. Вот, вот. И вот представьте себе, да, вот вы делаете эти упражнения. Там долго, год, два, там 10 лет. 10 лет. Потом вы начинаете ощущать, да, что у вас, что это дантьен, это не пустое же место, правильно? То есть, что это какой-то шар, да, шар потенции движения. Вы можете начинать визуализировать, то есть докладывать, накладывать цветовые ощущения, то есть считать, что он красный. Понимаете, красный шарик, вот это красный шарик, все крутится вокруг красного шарика. То есть эта визуализация, она помогает вам в дополнение. То есть и лучше не с нее начинать, просто сидеть и визуализировать, понимаете? А снизу идти, как многие практики, как я иду, ну, как шел, вернее, в свое время, да? То есть снизу сначала выполнение, правильное выполнение форм, наработка шара потенции движения, и потом уже на него накладывание других уровней. То есть уровней вибраций, уровень цветовой, то есть какой-то, так сказать, ментальный уже, да, то есть проекция какая-то ментальная. То есть ментальная зона. Я это воспринимаю как ментальная зона, но это уже как бы конец пути, да, то есть не начало. То есть просто сидеть и визуализировать, ну, конечно, можно, если вы подгружаете все вместе, все в комплексе, да, то есть все в комплексе можно делать, понимаете? Но начинать надо все равно с формы, с правильного выполнения движения. Когда вы этот шар потенции движения почувствуете, что это именно отсюда идет, вы уже его начинаете формировать. Понимаете, он уже на ментальном уровне начинает формироваться. А в дальнейшем вы уже просто можете его окрасить в красный цвет. Понимаете? И, естественно, вы уже через какое-то время вы почувствуете, что, в принципе, да, это зона вибрации и так далее. Вот, то есть на всех этих уровнях вы можете это разделить. Но изначально нет необходимости разделять, а смотреть это как шар потенции движения. От ноги идет, еще раз говорю, через дантьен проходит, идет в руки. Так. Теперь давайте, значит, вдох, выдох. Еще упражнение. И вот с выдохом еще раз смотрите. Вдох медленно, взгляд поднимается, выдох, и вы сводите локти вот так на выдохе, и вот так руки опускаете. И анус сжимаете при этом. Вдох, постепенный выдох вот до уровня глаз. Дальше локти вот так, и то есть вот так руки идут. И вот это вот достаточно мощное упражнение для ощущения, то есть вздыхательное упражнение для ощущения дантьен. Почему? Потому что вы вот так всей массой, то есть вы его припрессовываете уже здесь, не просто вся масса через вас проходит, да, вся масса энергии,
который идет. То есть вы набрали, опустили в ноги, так? Большой круг. А вы набрали и здесь уже припрессовали его. И вот в таком виде, с зажатым анусом вниз его отправляете. И вот после этого, я не знаю, мне 2-3 раза достаточно, у меня уже начинается распирание. То есть вообще уровень энергии, вот если не делать это упражнение, то есть и после делания абсолютно разный. То есть там 1000% разница, понимаете? То есть э, даже напрячь руки можно. И вот сюда. Вот так. Здесь, естественно, язык под небом, анус поджат. То есть простой способ дыхания это вот. Мы всю массу энергии пропускаем, да? А вот специализированный это вот здесь вот так. Сжимаем. Спина прямая. И вот всем, всем этим идем вниз сюда, да? И доходим до уровня дантьен. Вот, и здесь она, то есть это помогает еще активизировать дантьен, если вы статически делаете цигун. То есть не просто. Нет, это тоже вверх-вниз тоже помогает аккумулировать. То есть все вот эти вверх-вниз и так далее. То есть такие упражнения, да, там, вот это. Но если вы вот еще зажали, напрягли вот эту область, все, значит, у вас есть ощущение. У вас сразу же раз, вот следующее ощущение у вас, если вы правильно сделали, у вас с ног сразу рук, такой идет волна, раз из земли и сюда. То есть вы опускаете, а потом поднимаете в 10 раз больше, чем вы опустили. Понимаете? Опустили, потом вдох и подняли. У вас в руки все ушло, предположим, сюда, да? Как в упражнении, как это во внутренних стилях, да, то же самое. То есть так, 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 себе, от себя, к себе, от себя. Видите, широкие движения. А могут быть вот такие. Вот я, видите, широкие движения делаю. К себе, от себя, себе, от себя. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, раз, чуть-чуть зажал локоть и вот так. Выдох. Вот, и здесь вот напрягаются вот эти места предплечья, и здесь ощущения совершенно другие уже. То есть вы как бы возгонку делаете энергетическую, да? Вот. Поэтому, что можно сказать, вот это, ну как бы энергетические практики, никуда не денешься. Вот, поэтому есть, нету, да, и вот ощущение, то есть то, что она говорила в видео, да, ощущение, как будто как бы целлофановый пакет протягивают внутри вашего тела, да. Но вот я бы сравнил с закипанием воды. То есть ваше тело как какая-то, ну, кастрюля, которая потом, в которой идет постепенное закипание, и вы видите в этот процесс закипания вы ощущаете. Вот. И поэтому, естественно, для, так сказать, такого материалиста до мозга костей, это, ну, как бы трудно объяснить, поэтому они различные используют, ну, как бы термины, чтобы описать это и так далее. Ну, говорю, что не... на китайском, если бы мы описывали, это было бы совершенно по-другому. Поэтому в китайских классических текстах и используются образные всякие, так сказать, то есть, например, то, что связано со змеей, да, вот вы же знаете, да, например, повреждение кундалини, да, то есть это связано, то есть люди ассоциируются с змеей. То есть у них такая ассоциация с чем-то физическим, чем-то материальным, что можно пощупать, чтобы объяснить потом ну, потенциальным ученикам. Вот. Так что так. Давайте. Вопросы есть какие-то? У меня были вопросы по ее видео, а, э, но больше меня, не знаю, Ну, все оно в как-то комплексе, тебе надо понять. да, то есть насчет Дантена необходимо формировать, да, необходимо формировать, конечно, чтобы почувствовать энергию, потому что это мотор. Дантен это мотор, да, то есть если наше тело это двигатель,
фактически энергия это вот внешняя, то есть энергия это, ну как бы бензин, да, то есть который мы используем, одновременно мы его и набираем, как бы получается, такой открытый двигатель. Вот. А Дантьен это все-таки мотор, да, то есть без него вы как бы заведете ваше тело. То есть, конечно, трудно. То есть, хотя тут люди и занимаются статическим цигуном, они как бы тоже достигают ну, хороших успехов на самом деле. То есть, но, знаете, Дантьен, да, они просто не акцентируют особо на это внимание. Почему? Потому что, скажу, они акцентируют внимание на всех энергетических центрах. То есть на всех, все, что лежит передней средины, задней средины меридиан, все акцентируется. И в том числе и на Дантьен. То есть это Дантьен просто как Мгм. один из центров. Поэтому, естественно, он тоже в статическом цигуне он тоже активирован, но и другие центры, интан там, и они же тоже активируются, понимаете? То есть мы не должны что-то одно... нет, в Тайзи-Сюань, конечно, важно очень Дантьен, это фактически самое важное, но это не значит, что нет другого, да? То есть нет сердечного центра, нет, так сказать, там интан. Когда у нас доходит, как мы замыкаем язык, как мы опускаем вниз, это все очень важно. Поэтому поднятие, опускание. Вот. И вот эта вот разгонка энергетического потока. То есть вот это. То есть так. У меня еще, у меня такой вопрос. Кто-то? У людей, которые не занимаются вообще тайчи и цигун, у них же тоже идет энергия ци внутри, за Да, вот этим энергия всем везде. Но меридианом. Иначе смотри, как бы делали акупунктуру? Она же идет, но просто, видимо, люди ее не чувствуют. смотри, имеется в виду, что она, кстати, тоже сказала, что мы, так сказать, разные имеем в виду разные качества ЦИ. Понимаешь, ЦИ, она действительно очень, ну, как бы это единая субстанция, но там очень много подразличных, этажей, может быть, различных аспектов, понимаете, вот так вот можно сказать. А различные аспекты, в принципе, единой, изначально единой энергии, да? То есть изначальных вот этих вибраций. Естественно, вибрации есть они все, у всех есть. И в тело энергетическое, и ментальное, астральное, и эфирное, оно тоже у всех есть. То есть другое дело, это тело плотное, неплотное. Что оно дает делать, возможность вот в этих состояниях, в других состояниях сознания, понимаете? То есть дает ли Мгм. оно возможность право решать, выбирать, или оно просто как пушинка летит за вот какими-то более мощными вибрациями. Понимаешь, то есть для этого люди занимаются, ну, в частности, если мы средний уровень берем, и качество для этого тоже. То есть стать полноправным представителем во всех вот этих энергетических зонах, понимаете, энергетических уровнях реальности. Вот так. То есть, чтобы более Мгм. сознательным, более как бы участвующим, да, то есть более выбирающим, нежели просто тебя под зад тебя дали, ты полетел, понимаешь? Куда-то там в астральный план попал, тебя это самое дали под зад какие-то там сущности, и ты там улетел, понимаешь? И все. То есть или там подчиняешься каким-то, так сказать, э, ментальным каким-то конструкциям, или вот ты часть эгрегора, например, какого-то, неважно, христианство, не христианство, ты оттуда не можешь выбраться. Вот я раб этого, значит, я, значит, раб Божий и так далее, а сам ничего нет. Все-таки в восточных практиках, вот именно как цигун, тази, сюань, и вообще в даосизме, практическом даосизме, мы так можно сказать, что существуют эти возможности самосовершенствования. Это хорошо. Понимаете, то есть цель какая-то должна быть, цель. Потому что вот цель у материалистов, я не понимаю, что у них за цель. Они, с одной стороны, они описывают, что да, у меня есть какие-то ощущения. А с другой стороны, цель, а, конечно, а для чего ты это делаешь вообще? А может, это не надо заниматься? То есть смысл какой? Понимаешь? Вот так вот. У меня есть тоже пару комментариев по поводу видео. Можно? Да, конечно, да. Это видео перед нашим уроком, я его как раз тоже посмотрела, а потом еще раз его послушала. Вы так, Юджин, непредвзято комментируете то, что она говорит, но мне очень сложно воспринимать то, как она это говорит, потому что, во-первых, она где-то противоречит себе, во-вторых, она очень много критикует и пренебрегает практикой других людей. Да, есть много непонятных, но можно не фокусироваться на них.
можно фокусироваться на, ну, на сильных, там, продвинутых учителях. Это не значит, что это как бы, как сказать, если я не вижу суслика в кустах, значит, там его точно нет. Вот это материализм. Я не люблю такой подход, потому что если есть люди, которые, ну, как бы, я уже не говорю всю жизнь, есть тысячелетиями практики, серьезные, это не мейнстрим, как бы выложенный в Ютубе, люди сидят где-то в горах, медитируют, то как бы, ну, невозможно забраковать, потому что она имеет в виду только такие, которые, ну, вот, совсем такие вот современные, быстрые. Вот. И еще мне не совсем понравилось, как она в конце видео говорит, а вот 3 года назад я думала совсем по-другому. И это Да, да. полностью заставило меня не слушать то, что она говорит сейчас, потому что у меня закрадываются подозрения, типа, что, может, еще через 3 года она скажет что-то другое. Вот. Это по видео. А в принципе, я обратила внимание, что она про визуализацию ее как бы бракует. Она туда не делает акцент. Она наоборот, это вы постоянно слышите визуализация и делаете на это ставку как бы, ну, как дополнительный важный фрагмент практики. Она очень критично относится к визуализации любого рода. Я видела ее другие видео тоже. Вот, но я подумала о том, что вот на иврите концентрация, да, что концентрация сама по себе это как бы концентрация внимания и, ну, может, не визуализация, но тем не менее это как бы кошер рекус, да, это что-то, что кошер, это что-то, что прорабатывается, это как бы, ну, требует тренинга. То есть концентрация сама по себе требует тренинга, не только физическое тело, ты можешь делать гимнастику сколько угодно, но если ты не будешь концентрироваться, ну хотя не про концентрацию она, да, говорит, она критикует визуализацию, ну и тут же как бы сама пользуется этими инструментами, как бы визуализируя свои ощущения. Ну, в общем, там много как бы, ну, противоречий. Сейчас я тебя перебью. Слушай, она вначале сказала, в начале этого видео сказала, что, конечно, легче там заниматься чем-то еще, так сказать, там какой-то ерундой, так сказать, чем, что тебе приятно, возможно, нежели сидеть там и часами думать о красном шарике. У нее такое было, там, или что-то визуализировать. То есть она показала, что да, что визуализация важна все равно. То есть у нее есть определенное, так сказать, понятие, Окей. что это существует и что это нужно делать. Но Окей. То есть, окей. как? То есть смысл, то есть если быть материалистом, а зачем это нужно? То есть вообще смысла нет, понимаешь? То есть так. То есть о Ну, том, что все в комплексе, да. Она не сказала о том, что все в комплексе, понимаешь? Ну, а с другой там стороны, есть такая критиковать на ее тоже протяжении всего особо смысла нет. видео, на Нам же интересно протяжении... было разобрать, о чем она говорит. Ну да, да, о Правильно? То есть чем она интересно, говорит, а не что как человек она думает. И говорит. если она занималась, она 20 лет, говорит, занималась, то есть какие у нее Да. наработки, что она может поделиться вот там в социальных сетях или, так сказать, на видео, что она может дать потенциальным ученикам. Это же тоже интересно. Угу. Вот. Какие-то Окей. вещи, может быть, мы у нее можем сами узнать, потому что невозможно все знать, да, то есть если я учился, например, по-китайски, да, то есть это все у меня объяснения были по-китайски, а она вот, например, там что-то сравнивает с пакетом, например, целлофановым и так далее. То есть у нее совершенно другие сравнения. И вот эти сравнения, они могут, в принципе, могут помочь Угу. человеку, как бы, так сказать, найти какие-то такие, понимаешь, Угу. ну, определения для того, чтобы понять, какие должны быть ощущения. То есть вот так, понимаете. То есть и позитивное у нее тоже есть, не все негативное, нет. Ну Так, да. Угу. да. Да, но там, тем не менее, все это в таком кавере, как бы, критики сказано. Это, ну, может, еще моя непроработанная критика мне как бы идет в стык потому что вы лояльно относитесь к ее подаче.
Мне Не, Владимир, сложно. ну и, конечно, а зачем нам критиковать? Ну да. То есть критиковать смысла нет, но просто интересно, так сказать. Мне интересно всегда, вот как вот люди очень быстро перекрашиваются, да, в какой момент, да. То есть вот сначала был коммунистом человек, а потом взял и это самое, в 91-м году взял и в церковь пошел сразу же. Как начальник пошел, и все, и весь отдел за ним пошел. Но это же это идиотизм, понимаешь? То есть сначала так, потом так, да. Очень, очень Поэтому хорошая ассоциация в про общем, короче, перекрашивание. надо более углубленно изучать, в общем-то, и как бы, что можно сказать, в комплексе все решать. То есть, если в комплексе решается, тогда и вопросы отпадут. То есть, понимаешь, то есть, что делать сначала, что делать потом, все в комплексе. Вот, Ну, опять же, вообще, вот у меня есть такая... да, Простите. да. У меня просто есть Слушай, такая ремарка к ней, так хорошо, что вы ее комментировали, потому что женщина, которая говорит, я пошла к учителю, потому что мне нравилось учиться заниматься хоть вышиванием, то есть это как слепой ведет глухого. Ты зачем туда действительно, ты чему учишь-то? Понятно, что у нее по ходу случились какие-то опыты, которые интересно посмотреть, потому что она сама не знала, что это такое идет. Но человек, который пошел куда-то, не зная, зачем он идет, я не знаю, как можно слушать такого человека и серьезно ему доверять. Тут нужен какой-то расшифровщик, а этот человек может быть только как пример для того, что он пошел в какую-то практику другого человека, который практику понимает, чтобы он расшифровывал, что человек почувствовал, насколько он прав, не прав. Вот у меня такое мгм. впечатление от этой женщины сложилось. Да, но если со стороны смотреть, то да, то есть если как бы, если не углубляться, первое впечатление, если не копать глубоко, то да. А я со своей стороны, я вижу поиск, что уже хорошо, на самом деле. Вот, то есть то, что Угу. человек там ищет, то, что он там 20 лет занимается, и то, что она, так сказать, ну как бы видно, что она переживает за это, может быть. То есть она не Ну просто да. скачет с балды, она думает об этом, то есть она ищет, ищущий человек. Возможно, ей просто ее окружение было такое достаточно материалистическое, да, то есть она в Китай приехала, опять же, в социалистический Китай, коммунистический, где ей там, так сказать, учителя, у которых она занималась, тоже особо не обращали внимания. То есть, да, ну, ЦИ есть и есть там, например, да, вот все, вот потенция движения и так далее, научись это делать, или там в Китае же, знаешь, обучают красноречивому молчанием еще, да, то есть вообще ни о чем не говорят, просто делай как я и все. И таких очень много. И я, скорее всего, думаю, что, скорее всего, большинство учителей у них таких было. То есть это не были какие-то великие философы, которые бы, так сказать, там писали иероглифы, вот дао, дао, кэдао, фэйчан дао, так сказать, значит, явленное дао уже не есть дао, а почему? И вот каждому ученику это разобрать, это, конечно, то есть я встречал таких людей, ну мало, но говорят, человека два-три. Вот. И мастера есть, которые обладают си очень хорошим, но ментально объяснить это сами не могут, понимаешь? Вот в этом проблема. То есть они обладают техникой, но объяснить не могут. И такое тоже есть. Вот, кстати, насчет буквально 5 минут еще по поводу того, что, ну, как бы в комплексе все должно быть, да, то есть соединять визуализацию с конкретными действиями, да, и с дыханием, с энергетической. То есть вот, например, истории совсем из другой области. Значит, 98 год. 98 год, значит, нет, 99, начало 99 года. Значит, я учился в университете как раз в Пекине, то есть мы занимались и все. И, значит, у меня один приятель, зовут его Сергей Мельник, он сам гражданин Канады, вот с Украины, он говорит, есть такое дело, давай, значит, съездим с людьми в провинцию, в китайскую провинцию, в одну, значит, ну, и позаработаем денег. Я говорю, а что, в чем дело? Он говорит, ну, вот тебе сам человек объяснит. Он меня, значит, свел с человеком, зовут его Удавей. Уда Вейсеншин, как сейчас помню. Вот. И, значит, значит, его план такой, с нуля, фактически с нуля. То есть он в голове своей визуализировал, что он визуализировал. То есть земля в провинции. Так, а в то же время он в Пекине знает несколько фабрик, которые требуется земля. А он человек вообще со стороны, вообще со стороны. То есть вообще к этому не отношения имеет, то есть преподаватель там какого-то языка был. Вот, и, значит, из университета.
Он подумал, надо бабки заработать, так сказать, надо бизнес сделать. Говорит, это самое. Значит, он составил план. То есть, какой план? Значит, сделали визитки. Значит, DV International. Он, значит, пошел в банк, открыл счет, значит, зарегистрировал, взял печать. За $40 все это. Дальше, значит, собрал нас, 3 человека иностранцев. Меня, значит, гражданина Израиля, гражданина Франции и вот гражданина Канады. Значит, мы все выпустили, значит, визитки DV International, ну и наши имена, естественно, реальные. Вот. Потом, значит, и он, значит, говорит, нам надо, значит, у него был в этой знакомой, в провинции знакомый, и он говорит, значит, он поможет устроить встречу с губернатором. Но это не губернатор, это, как сказать, председатель президиума, так сказать, коммунистической партии вот этой провинции. Это провинция Фудзен была. И у них там много земли. Вот, и он говорит, вот, значит, нам, значит, назначили встречу через неделю, мы можем прийти в его офис и так далее, как вот представители пекинской DV International. Значит, и мы, значит, 5 человек, нас 3 иностранца и 2 их, значит, поехали туда. И, значит, нас встречал сам вот этот вот губернатор, его, значит, помощники и так далее. Вот, и, то есть мы же с нуля вообще никакого отношения к этому не имеем, ни он, ни они, то есть он, значит, достал документы, вот мы там такие-то DV International, значит, и, значит, заинтересованы, это самое, в развитии у вас таких-то производств. Мы, значит, готовы у вас открыть такие-то фабрики, вот, например, фабрика по производству одежды, фабрика по производству обуви, еще что-то. Вам для провинции будет хорошо. Вот посмотрите на наших иностранцев. У нас интернациональные. К вам иностранцы будут ездить как к себе домой. То есть вам туризм нужен, у вас все будет. Давайте подписывайте с нами контракт. И, значит, он взял и это самое... ну, в результате подписали мы все-таки контракт, да. Но сначала обед, значит, он посмотрел, как мы едим палочками. Значит, ему тоже понравилось этому, то есть иностранцы хорошо палочками едят. Вот, значит, это тоже в плюс зачлось. И в результате с нуля подписали контракт. Дальше. То есть на бумаге получилось, что, так сказать, вот, достаточно большой кусок земли дан в аренду вот этой компании DV International. После этого DV International, эти 2 мужика, они приехали в Пекин, и эту землю просто продали, ну, так сказать, там на 50 лет продали нескольким совершенно компаниям и так далее. То есть сразу там несколько миллионов долларов получилось. Бах, 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 бах. И плюс еще действительно фабрики начали строиться и, так сказать, в этом месте развиваться. То есть, в принципе, никто не пострадал. Ну, просто я к чему говорю, что, понимаешь, действие плюс визуализация, плюс это самое, и такой вот магический результат получается, да? То есть комплексно. Вот не было бы вот это вот, человек бы думал, как бы мне это там и так далее. То есть он сидел бы сложа руки, ничего бы не получилось. Поэтому действие, да, то есть вот движение, дыхание, концентрация и вот план. То есть все совместно.